Вітаю постійних та нових глядачів у своєму саду. Я Светлана. Сегодня расскажу вам очень интересную, полезную и нужную тему. И именно сейчас про гортензии. Что случилось с гортензией? Что случилось с моей гортензией Silver Dollar? Расскажу причины, расскажу, что мы будем делать. Что я буду делать. Ничего страшного, все поправимо. Рассказываю. Так, ну, во-первых, с чего все началось? Утренний обход сада принес мне неожиданные результаты. Я каждое утро прохожу по саду, проверяю, все ли в порядке, что с моими цветами, гортензиями. Расцвели, кстати, розы, которые я сажала всего 3 месяца назад, розы первогодки. И роза Адмирал вот-вот расцветет, я вам покажу в одном из ближайших видео. Ну а сегодня про гортензию. Что случилось? Это гортензия Silver Dollar. Но это может случиться на любой из ваших гортензий. 14 мая 2024 года и 15 у нас были сильнейшие ночные заморозки. До где-то -1, -2, потому что я на вторую ночь выходила из дома, и хрустели листья обледенелые, значит, был уже минус. Все бы ничего, после заморозков как бы пострадали, я увидела только магнолии и рододендроны. То, что розы пострадали, я увидела вот буквально на цветении. Я вам рассказывала, цветы очень некрасивые, маленькие, плохие лепестки. В общем, цветение почти сорвано роз. Гортензии я увидела, как пострадали, потемнели листья. Но потемнели листья, это еще лучший вариант, я вам скажу. Вот у меня гортензия Magical Sweet Summer, вот это. То она заложила новые бутоны, и все, почти все у нее хорошо. Некоторые соцветия меньше, некоторые больше. Но в общем куст не пострадал, и цветение мы не потеряли. К сожалению, гортензия Silver Dollar пострадала именно вот этот куст. Очень много. Сильно пострадал. У меня посажено симметрично 2 куста. И вот оказывается, заморозки вредят не по сортам гортензий, не по возрасту и даже не по месту посадки. Посаженные через 3 метра они друг от друга, 2,5 даже. Этот куст почти весь пострадал, а этот стоит, как ни в чем не бывало. Я тут еще и штамп вывела. Вот я вам показываю. Штамбовая форма, соцветия внизу и штамп наверху. Всего несколько соцветий пострадало. Этот же куст пострадал на 90%. Из соцветий осталось у меня только, ну, сколько? Штук 6 будет соцветий цвести. Сейчас расскажу, что же я буду делать. Итак, как вы видите, соцветия на гортензии Silver Dollar именно на этом кустике пострадали сильно. Из всех цветочных почек, которые должны были бы быть, стали расти веточки. Я вам показываю, как это выглядит. Внешне все привлекательно, но соцветия не будет. Все соцветия перешли в ростовые почки, все цветочные перешли в ростовые. И они будут набирать объем. Оставлять, к сожалению, этого совершенно нельзя. Куст будет огромный, пушистый, сотни тоненьких побегов, которые на следующий год все равно нам придется вырезать. Нам же придется опускать ее на 2, на 3, ну на 4 почки. Оставлять сотню побегов мы 100%
не будем. У меня, кстати, не только Silver Dollar, у меня Wims Red полкуста, видимо, пострадал. Видимо, где более холодный ветер был, или там у меня липа закрывать немножко, где закрыто было соцветие. Есть куст хороший, где свободное пространство и холодные потоки ветра гуляли, соцветия сильно пострадали. Сейчас буду показывать, как обрезать и что делать. Как я сказала, к сожалению, на тех побегах, которые мы сейчас будем убирать, цветения не будет. Наверное, может и быть, если вы сделаете это прямо сейчас, свои поврежденные соцветия, могут пойти новые побеги, которые в сентябре успеют процвести. Но будут радовать нас не так долго, как хотелось бы, но цветение будет. А возможно и нет. Самое главное, что куст живой, корни целые. И вот такая у него реакция на стресс. Отложить цветение и начинать расти усиленно. Значит так, что мы делаем? Первое, мы обрезаем эти соцветия. Вот я вам покажу на примере, допустим, вот этого соцветия. Вот так оно выглядит. Побег как побег, а наверху вместо цветочных почек вот тут он заложил 10 побегов из всех пазух, где должны были быть цветы, побеги. Что мы делаем? Мы можем, конечно же, черенковать. Что нам остается? Вот эти зеленые побеги мы обрезаем, черенкуем. Сам кустик делим на 3, на 4. Оставляем 2-3 пары почек, из которых на кустике обрезали. Сейчас я ближе вам покажу, как это выглядит. Вот эта веточка, что мы обрезали только что с вами. Вот что происходит. Вы видите, из всех пазух цветочных пошли новые побеги. И в этой веточке, в этой вообще вся она вот такая. Вся гортензия в побегах. Вот какое их количество. Вот это все маленькие, тоненькие. Это побеги, которые идут из цветочных почек. Хорошие побеги должны выглядеть или вот так и закладывать на верхушке, или уже с цветами, как с той стороны. Вот, что мы делаем? Мы берем эту веточку, ну и желательно 2-3 пары почек. То есть тут я буду обрезать 1, 2, 3. Вот так. И вот вам ближе я показываю, как выглядит эта веточка. Вот так. На ней миллион побегов, а цветов и не предвидится. Вот такая у нас проблема. А вот гортензия, у которой просто потемнели листики. Они отошли, и она заложила, смотрите, новые побеги и цветы. Цветочные побеги с бутонами. Она немножко, конечно, корявенькая в этом году будет, такая не очень шикарная, красивая, но зато у нее сохранилось цветение. А куст подстригла свою Хакура Нишикия с той стороны. А куст Silver Dollar вот такой у нас непрезентабельный в этом году. Осталось всего несколько побегов. Ну, как черенковать, вы знаете, я вам уже про черенкование миллион раз рассказывала. Заглубляем нижние листики, убираем на 2 пары почек, на 2 пары листовых пластин. Из верхней пойдут у нас черенки, из нижней корешки. Корешки, кстати, идут и по самому стеблю. Вот зимнее черенкование, когда я вам рассказывала, многие мне говорили, что только из почек идут корни. Корни идут по всему стволу, по всему стеблю. Вот почему мы, когда присыпаем нашу гортензию, хотим отделить кустами.
Кстати, у меня есть видео, как можно от взрослого куста гортензии отделить взрослый цветущий куст. Обязательно посмотрите. У меня уже половину гортензий присыпано прямо таким холмиком. И по всему корню, по всему стеблю начинают идти корешки и от новых веток, и от старых. И мы потом отрезаем и высаживаем целый куст. Так вот, заглубляем, накрываем прозрачной емкостью, можно с дырочками. Я накрываю от орхидеи, вверху там перфорация идет, под полив, под капельный, или не забывайте поливать каждый день желательно, и в тенек. Все, забыли на месяц-полтора, открываем, у нас пошли новые листья. Летнее черенкование самое простое. Ну все, я пошла спасать свои гортензии. Сейчас еще раз ближе вам покажу, как происходит отделение побегов, как он выглядит. И на других кустах пройду, покажу, что это такое. И обязательно сделайте это сейчас. Середина, начало или середина июня. Ну, пройдите, посмотрите, как у вас какой кустик. И обязательно вырежьте такие соцветия, потому что они только отнимают силы у гортензии. Все, я побежала спасать свои пострадавшие кусты. И вам желаю удачи в ваших садовых экспериментах. Начеренкуйте обязательно. Но я не знаю, буду ли я Silver Dollar черенковать. Немножко, наверное, все-таки поставлю на укоренение. Все, всего хорошего. Задавайте свои вопросы. Буду отвечать под последним видео. Прямо сейчас пойду и буду отвечать про Иву Хакура Нишики. Вы много вопросов позадавали. Ну, если кратенько, почему сохнут листики у Хакура Нишики? Почему? Полив есть, уход есть, а листья сохнут. К сожалению, паутинный клещ повреждает не только гортензии, ну и не паутинный клещ, и содовые клещи, всякие клещи повреждают не только гортензии, магнолии, там, рододендроны, все в лесу, все в вашем саду, они повреждают и нашу Хакура Нишики. Признак, что усыхает край листика, а потом все больше и больше, а вы поливаете, это этот клещ. Вам придется срезать все побеги. Они, к сожалению, новые, уже не будут белые, бело-розовые, красивые, такие ажурные. Будут зеленые, немножко пестренькие. Но вы спасете сам куст. Обрезали, ну, как вы считаете нужным, на какую вам надо высоту. И желательно 2-3 раза обработали акарицидом. Любым. Я использую Sunmite, использовала Norel, можно Vermitex, по-моему, или Vermitex. В общем, любым акарицидом 2 раза пройдите, и вы заметите, что вашей Иве стало лучше, у нее пойдут новые веточки. Где-то через неделю уже. Все, всего вам хорошего. Я пошла по саду работать. Вот моя гортензия Вимс Ред, липа. С этой стороны спасла соцветие. Тут тройной штамп я заложила. Вот такой. И вот соцветия ее. Хорошие, нормальные, большие. С этой же стороны, где ветер, видимо, вот так гулял. Смотрите, тут вообще безобразие полнейшее. Ну, тут хотя бы 100 новых побегов не пошло. А внизу тоже цветущие. Заложила бутоны. Много будет. Посмотрим ее. Вот такая метаморфоза случается из-за поздних весенних заморозков.